Привет, любители BTS. Что заставило Чингука, одного из участников BTS, который, как известно, спокойный и редко слишком остро реагировал, открыто показывал свое удивление через несколько мгновений после официального международного модного мероприятия? Почему эта реакция считается необычной, даже наблюдатели, которые давно следят за карьерным путешествием участников BTS? И что именно сделал Ким Тэ-хён, широко известный как BTS V, что сразу же вызвало дикие спекуляции, эмоциональную интерпретацию, к взрыву глобальных разговоров на различных платформах социальных сетей всего за несколько минут? После посещения эксклюзивного мероприятия Celine Print MPS в Париже, модного мероприятия мирового класса с участием известных имен из международной индустрии моды, Тэ-хён BTS в очередной раз доказывает, что его присутствие не только влияет на музыкальный мир, но и оказывает значительное влияние на глобальные культурные разговоры. Однако не только из-за ее присутствия на красной дорожке Celine стала международным заголовком. Самым удивительным было то, что его действия после мероприятия, которые, согласно эксклюзивным источникам, были спонтанными, эмоционально и визуально повлияли на его товарища по группе Чон Чингука, чтобы дать очень неожиданную реакцию на публике. Тэ-хён, который уже давно известен как одна из икон моды Южной Кореи и глобальный посол Celine, не только присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя, но и участвовал в символическом моменте, который он никогда раньше не делал в общественном достоянии, моменте, который был тайно записан международными СМИ и поклонниками, присутствующими в этом месте. После мероприятия, вместо того, чтобы покинуть это место, как и другие приглашенные гости, Тэ-хён, как сообщается, сделал что-то, что отклонялось от стандартного протокола ведущего художника. Он сразу же снял эксклюзивную модную вещь, которую он носил, поставил ее на сцену презентации и передал письменное сообщение на очень личном и трогательном языке, адресованное кому-то, кто борется в тишине. Что означает это действие? И почему Чингук, который, как известно, не присутствовал непосредственно на мероприятии, ответил через несколько мгновений после того, как момент распространился через социальные сети? Согласно эксклюзивному отчету из одного из источников индустрии моды, присутствующих в прямом эфире на Celine Print MPS, сообщение, которое оставил Тэ-хён, было не только частью события, но и эмоциональной реакцией на чувство потери, надежды и более глубоких отношений с кем-то, с кем, по его мнению, был близок лично. Предложение, написанное на листе белой бумаги, которое затем было загружено одним из закулисных фотографов Celine и широко распространено, гласит: «Тому, по кому я скучаю больше всего все это время, этот момент твой, а не мой». Этого предложения было достаточно, чтобы потрясти поклонников BTS, особенно учитывая контекст временной паузы группы и ухода некоторых членов на службу в армии. Чингук, который несколькими неделями ранее выразил свою тоску по динамике группы и признал, что чувство пустоты, когда выступает в одиночку, кажется, является цифрой, о которой говорится в сообщении. Некоторые фанаты даже быстро сравнили это предложение с цитатой, которую Чингук однажды сказал в интервью Vogue Korea, где он сказал: «Каждый раз, когда я выступаю, мне кажется, что чего-то не хватает. Мы привыкли двигаться вместе». Это явление вскоре стало горячей темой для обсуждения среди корейских и международных наблюдателей поп-культуры. В кратком обзоре модного журнала Harper's Bazaar их старший редактор назвал действие Тэ-хёна перформативной уязвимостью. Формой эмоционального самовыражения через модные средства массовой информации и визуальную презентацию, которая редко выполняется азиатскими общественными деятелями на глобальных платформах. Мало того, журнал также подчеркивает, как это событие показывает глубокие эмоциональные отношения между членами BTS, которые даже в вакууме или неактивны как группа, все еще общаются друг с другом через символы, действия и эстетические выражения. Поклонники BTS, известные как ARMY, также реагировали эмоционально и интенсивно. Многие из них поделились глубоким анализом символического выбора Тэ-хёна в ту ночь, от дизайна одежды Celine, которую он носил, мотива красной нити на шарфе, которую он оставил на сцене, до фоновой музыки, которая играла, когда он возвращался на свое VIP-место. Один из аккаунтов международной фан-базы написал: «Тэ-хён не просто пришел в качестве модели или посла бренда в ту ночь, он тайно передал эмоциональное послание». И только определенные люди могут понять этот жест, включая Чингука.
Интересно, что в течение 24 часов после инцидента различные корейские СМИ начали сообщать, что действия Тэхёна в ту ночь были не просто личной инициативой, а частью плана личного общения, который был заранее подготовлен его управленческой командой, но все еще имел сильный личный и эмоциональный контакт. Внутренний источник из агентства HYBE, который попросил не называть его, сказал, что Тэхён нужно передать что-то невербальным способом, что может быть понято только самым близким ему. Означает ли это разрыв или, наоборот, более сильная эмоциональная связь между участниками BTS в разгаре их отсутствия как активной группы? Или это просто личное художественное выражение, которое ассоциируется с Чингуком? У медиа-аналитиков разные мнения. Но, конечно, никто не считает это событие обычным событием. В разгар доминирования международных заголовков из-за политических дел и глобальных конфликтов новости о реакции Чингука на действия Тэхёна проникли в мировые трендовые темы, даже заняли первое место в Google Trends South Korea и вошли в топ-10 в Японии, США и Бразилии. Влияние BTS как символа глобальной культуры очевидно не только в их музыке, но и в том, как они выражают свои эмоции, отношения и личные повествования через общественные места. Реакция со стороны модных кругов не менее сильна. Креативный директор Сырлин даже сделал довольно удивительный и официальный комментарий, назвав момент Тэхёна той ночью актом эмоционального экспрессионизма в его чистом виде. Он также упомянул, что лишь немногие художники в современном мире способны достоверно сочетать моду, эмоциональные сообщения и общественное влияние. В своем заявлении он сказал: Ким Тэхён не просто носил Сырлин, он стал Сырлин в ту ночь. С другой стороны, многие также задавались вопросом, почему Чингук ответил так быстро. Ему раньше говорили? Или он действительно только что узнал из интернета, как и другая широкая публика? Официального заявления со стороны Чингука не было, пока эта новость не была раскрыта. Но армия считает, что краткое выражение «сау» является формой утверждения, что он видит, понимает и реагирует. Многие интерпретируют это как признак того, что их общение все еще активно, несмотря на то, что они физически разделены, и что их эмоциональные отношения как друзья или коллеги вышли за пределы групповых формальностей. В этом контексте эмоциональный момент между двумя участниками BTS становится больше, чем просто взаимодействием знаменитостей. Он превращается в эмоциональное повествование, которое затрагивает языки, страны и культуры. Во все более поляризованном и напряженном мире сообщения, передаваемые через визуальные сигналы и эмоциональные реакции такого рода, дают глобальному сообществу пространство для осознания важности чувствительности, эмоциональной связи и сопереживания в человеческих отношениях. До сих пор HYBE не предоставила никаких разъяснений или официального ответа на этот инцидент. Но, как обычно, агентство, кажется, выбирает пассивный подход, чтобы позволить повествованию органично сформироваться между общественностью и СМИ, стратегия, которую BTS использовала в течение длительного времени, позволить эмоциям говорить громче, чем формальные слова. Что Тэхён действительно хотел сказать в тот вечер? Это просто тоска по товарищам по группе? Или это сигнал к началу новой главы во внутренних отношениях BTS, как индивидуально, так и как групповое образование? Ответит ли Чингук более чем одним словом? И будет ли похожий ответ от Тэхёна? Все эти вопросы все еще открыты, и публика может только ждать, читая каждое новое движение, которое появляется. Одна ночь в Париже изменила глобальный развлекательный ландшафт и поп-культуру. И, возможно, как многие считают, BTS — это больше, чем просто музыкальная группа. Это культурное явление, которое все еще продолжает писать эмоциональные повествования о себе, которые больше, чем жизнь.